Сразу же уточним. Ресэмплинг — это смена частоты дискретизации. Любая. То есть ресэмплинг делается не ради файла. Конечно. Разумный ресэмплинг всегда делается под конкретный ЦАП, стример, смартфон или другое аудиоустройство, а не просто для того, чтобы раздуть характеристики файла. ЦАПы, как правило, поддерживают несколько разрешений. Назовем разрешение режимом ЦАП. Для каждого режима может производиться переключение аналоговых электрических цепей и цифровых обработок. Так, и что? Соответственно, для конкретного устройства ЦАП или чипа ЦАП другого аудиоустройства может быть режим с минимальными искажениями, частота дискретизации с минимальными искажениями, в силу реализации устройства. А ресэмплинг и делается для того, чтобы подобрать разрешение этого ЦАП с минимальными или оптимальными искажениями для наилучшего звучания ЦАП. А что значит оптимальными искажениями? Не всегда нужны минимальные искажения для субъективно лучшего звука. Поэтому подбираем режим или частоту дискретизации, которая лучше звучит субъективно. То есть так, как нужно живому слушателю, а не приборам. А передискретизация всегда дает слышимый результат. Результат зависит от устройства, исходной записи и опыта слушателя. Давай объясним все коротко и по-простому. Первое. Мы подбираем частоту дискретизации, ЦАП или стримера, на которой он дает наилучший звук. Делаем это на слух. А те, кто имеют желание, делают это по приборам. Второе. Потом конвертируем частоту дискретизации файлов в подобранное значение. Оптимизируем файлы. И выигрыш в звучании можем получить не из-за повышения так называемой детальности самого файла, а именно в процессе проигрывания оптимизированных файлов через ЦАП за счет свойств самого устройства. Верно. А подробности можно почитать по ссылке в описании к этому видео. Стоит ли делать ресэмплинг в несколько этапов? Отвечаю. Если вы ресэмплируете аудиофайлы с AUI-конвертер, нет смысла лишний раз менять частоту дискретизации. И хотя это вряд ли навредит так, что будет заметно для уха, но ничего и не улучшит. Внутри AUI-конвертер и так уже все сделано за вас и сделано на отлично. Но все равно главный вопрос – зачем? Зачем нам этот ультразвук, если наши уши его не воспринимают? Где тут польза? Да, напрямую мы его не слышим, это правда. Но тут в дело вступает наша аппаратура, усилители, колонки. Они не идеальны, и вот в них возникают так называемые интермодуляционные искажения. Это когда звуки на разных частоты взаимодействуют друг с другом. Взаимодействие уже внутри нелинейного усилителя или динамика. И в результате этого взаимодействия могут появляться новые частоты, которые уже попадают в слышимый диапазон. Понимаешь? Ага. То есть эффект не прямой, а косвенный, через искажение самой системы. Именно, косвенный. Теоретически это может добавить звуку, как говорится, воздуха. Сделать тембры побогаче, объемнее. Как рябь на воде от камня. Сам камень уже под водой, а волны расходятся. Вот ультразвук — это как тот камень. Любопытная теория. А какие-то особенности есть у этого плагина? AUI Audio Upscaler. На что обратить внимание? Давай посмотрим. В настоящий момент работает только с файлами 44,1 кГц на входе. И этого достаточно, поскольку записи, сделанные в высоком разрешении, и так содержат ультразвук. Обязательно нужен основной конвертер – AUI-конвертер. И сам алгоритм альфа-У очень требовательный к процессору. Конвертация идет не быстро. Результат, конечно, зависит и от железа, и от ушей, и от опыта слушателя. Подробнее о технологии можно посмотреть по ссылке в описании. Так, звучит интересно. Но тогда ключевой вопрос. Зачем конвертировать-то? Часто ведь говорят, что DSD как-то аналоговее, лучше. Не совсем так прямолинейно. Оба формата цифровые. Главная причина, почему вообще возникла идея конвертации, это то, как устроен конкретный ЦАП. Да. То есть дело в железе? Да. Некоторые ЦАПы, они спроектированы так, что им проще и, скажем так, естественнее работать именно с DSD.
Они могут его почти напрямую превращать в аналоговый сигнал. Напрямую. Это как? Ну, используя очень простой аналоговый фильтр на выходе, без сложной цифровой обработки, которая нужна для PCM. Вот это и называют нативной обработкой DSD. Ага. То есть ЦАП работает в своем оптимальном режиме. Вот. И для таких ЦАПов, да, воспроизведение DSD может звучать лучше, даже если сам файл изначально был PCM, а потом сконвертирован. Пол МакГойван из PS Audio как раз большой сторонник DSD, именно поэтому они считают, что на их ЦАПах это дает более живой аналоговый звук. Понятно. То есть мы как бы подсовываем ЦАПу тот формат, с которым ему комфортнее работать. То есть это некая одинаковая для всех технология риппинга? Нет, это принцип. Он реализован в нескольких технологиях. И различные технологии могут давать разную точность копирования. В качестве примера можно взять нашу технологию SafeR, Safe Ripping, которую использует программа AUI Converter. Ее разработчик, Юрий Корзунов, прошел путь от использования стандартных и внешних open-source платформозависимых инструментов до создания полностью собственного мультиплатформенного алгоритма, который обращается непосредственно к приводу для чтения диска через операционную систему компьютера. AUI-конвертер имеет алгоритм риппинга собственной разработки. Да, это дало AUI-конвертер непосредственный контроль над процессом чтения, дополнительную информацию и гибкость при обработке данных с оптического аудиодиска. Хорошо, давай вернемся к низкоуровневому контролю. Как это работает на практике? Это как-то связано с железом? Именно. Современные CD-приводы достаточно умны. Они умеют сами помечать данные, в прочтении которых не уверены. Для этого существуют специальные флаги ошибок. Технически они называются флаги C2. Когда программа видит такой флаг, для нее это сигнал. Ага, вот здесь, скорее всего, проблема. И что она делает? У нее есть несколько прочтений этого проблемного кусочка диска. Причем Reaper делает это так, чтобы обойти кэш-память привода. Это делается для того, чтобы попытаться заставить привод каждый раз обращаться напрямую к физической поверхности диска, а не читать уже считанное из кэша. Чтобы каждый раз получать показания? С чистого листа? Точно. А после этого программа собирает все эти многочисленные попытки чтения и проводит статистический анализ. Она смотрит, где были расхождения, учитывая те самые флаги от привода, и на основе этого пытается восстановить исходные правильные данные. Ты имеешь в виду данные с мастер-записи из студии? Нет, о тех данных ничего не известно. Восстановлению подлежат только данные, которые актуально записаны на диск. Уверенность в восстановленных данных 100%. Такая уверенность даже теоретически невозможна. Любой алгоритм может только стремиться к этому. Да, и стоит особо отметить, что реализация флагов C2 в некоторых приводах может несколько различаться. И для AUI-конвертер мы рекомендуем использовать внешние USB-приводы. А сам процесс конвертации сложно? Нет, например, AUI-конвертер. Все довольно просто. Запускаем программу AUI-конвертер, жмем Open Files, выбираем нужный ISO-файл. Можно выбрать сразу несколько SACD ISO-файлов, если у вас достаточно свободного места на жестком диске для временных и распакованных файлов. Необходимое свободное место можно примерно рассчитать, умножив размер исходных SACD ISO-файлов на 4. Дальше на панели Output указываем, что хотим на выходе – DSF или DFF. Окей, файл выбрали, формат тоже. А частота дискретизации? Вот тут, наверное, самый интересный момент для качества. Точно, это ключевой выбор. Хотим получить точную копию, bit perfect, как говорят, тогда выбираем исходную частоту 2,8 МГц, то есть DSD-64. Но аудиоконвертер умеет и ресэмплинг, то есть можно поднять частоту DSD-128, DSD-256 и так вплоть до очень высоких DSD-1024. Ого, но это уже не будет bit perfect, я так понимаю. Совершенно верно. Это уже обработка сигнала.
файла. Некоторые считают, что для их ЦАПа это может звучать лучше. Шумы уходят дальше в ультразвук, но это уже не исходник. Понятно. Компромисс между точностью и, скажем так, тюнингом под свою систему. Что-то еще нужно сделать перед стартом. Ну, можно обложку добавить на вкладке «Album Art», потом выбрать, что извлекать – стерео или многоканал. Если нужен оригинал записи, выбрать Beat Perfect. Это только для DSD-64. Указать папку для сохранения и нажать «Старт». В общем-то, все. Звучит несложно. Как, например, это конвертировать с AUI-конвертер? Что там делать нужно? Все довольно стандартно для конвертера. Запускаешь программу, жмешь Open Files, выбираешь свои DSF. Так. Дальше самое важное – настройки выхода. Выбираешь формат FLAC, и вот тут нужно указать параметры PCM, частоту дискретизации Sample Rate и разрядность Bit Depth. Потом выбираешь папку, куда сохранить результат, ну и кнопка «Старт». И ждешь. Просто? Вроде. Подробности почитайте по ссылке в описании. Да, и в пакетная обработка есть. То есть можно сразу папку с альбомом или несколько таких папок закинуть. Однако учтите, что временные файлы занимают место, и на диске должно быть свободное место раза в 1,5 больше, чем исходные DSD-файлы. Впрочем, в настройках MISC Miscellaneous можно назначить директории для временных файлов на жестком диске, где есть достаточно свободного места. Это удобно. Значит, нормализация сама по себе безобидна, если звук убавляют. А портит все примитивный лимитер, который включается, когда тихому треку не хватает запаса по громкости, а устройству не хватает вычислительной роскоши на точный просчет. Именно так. Поэтому настоящая угроза качеству в стриминге – это не желание платформ сделать громкость одинаковой, а скорее компромиссы обработки сигнала в реальном времени, когда тихую музыку пытаются сделать громкой. А с проигрыванием локальных файлов есть разница? Ты можешь подготовить свои файлы офлайн, привязаться к оптимальному целевому уровню для твоих файлов, а не общему для любых файлов гигантского сервиса. Как правило, трудно заранее отследить, не превысишь ли ты пики, не получишь ли перегрузку по ним. Но в таком приложении конвертации аудиофайлов, как AUI-конвертер, после конвертации файлов ты сможешь открыть окно, где будет показано, есть ли перегрузки и сколько их в конвертированном файле. Также ты можешь провести перед нормализацией анализ файлов на предмет их среднего уровня и уровня самого высокого пика. После этого ты можешь сориентироваться, какой целевой уровень тебе выбрать при нормализации по среднему. Либо ты можешь установить галочку, которая указывает программе аудиоконвертера не допускать перегрузки по пикам. Но тогда средний уровень будет автоматически понижен до рассчитанного программой значения. Так делать не рекомендуется. А что же тогда делать? Стоит провести анализ пачки файлов без конвертации. После этого оценить средние и пиковые уровни. Если выбрать минимальный средний уровень файла из имеющихся и выбрать его или ниже в качестве целевого, то тогда и пики сохраним, и приведем средний уровень всех файлов к единому значению, чтобы не крутить ручку громкости. Подробнее почитайте в статье по ссылке в описании к этому видео. Апсэмплинг — это чисто техническая штука. Меняем частоту дискретизации имеющихся данных, чтобы помочь ЦАПу. Да. А апскейлинг, вот этот конкретный от Audiophile Inventory, это попытка, ну скажем, умной реконструкции добавить недостающие высокие частоты, которых не было на основе анализа того, что есть. Синтез ультразвуковой составляющей до конца полосы уже есть в AUI Audio Upscaler, плагине к нашему аудиоконвертеру AUI Converter. Это когда программа достраивает верхнюю часть спектра после 20 кГц. Да. AUI Audio Upscaler анализирует музыкальный сигнал 44,1 кГц и может синтезировать дополнительную высокочастотную составляющую выше слышимого диапазона. А услышать ультразвук мы можем за счет интермодуляции в аудиоаппаратуре. Апскейлинг, по крайней мере в реализации вот этого AUI Audio Upscaler, это совсем другая история. С ним при апскейлинге не просто частота дискретизации меняется, он пытается, предсказать и реконструировать информацию в ультразвуковом диапазоне. Выше 20 кГц
Что-что? Реконструировать то, чего там не было? В исходном акустическом сигнале было, а на записи уже не было. В стандартном CD-формате, например, все, что выше 20-22 кГц, просто отрезано фильтром. А этот плагин пытается это достроить. Достроить? На основе чего? Это же как додумывание получается. Насколько это вообще может быть близко к оригиналу? Хороший вопрос. Он анализирует существующий сигнал. То, что мы слышим от 0 до 20 кГц. Гармоники, структуру звука. И на основе этого анализа с помощью своего алгоритма, он называется альфа-У, генерирует предполагаемый спектр выше 20 кГц. Насчет точности к оригиналу тут сложно сказать. Это скорее предсказание, реконструкция. Сами разработчики говорят, что цель не только техническая, но и сделать звучание более приятным. То есть тут уже элемент творчества, ремастеринга, что ли. Ясно. Так, и еще момент практический. Метаданные, обложки, названия треков, исполнители, они сохраняются при конвертации вот в этом AUI-конвертере? Да, метаданные переносятся из исходного DSF в конечный флаг. И даже встроенный редактор тегов есть, если что-то подправить надо. Первый вопрос об апсэмплинге DVD Blu-ray. Можно ли вырезать из видео аудиодорожку, сделать апсэмплинг и запустить это через ЦАП одновременно с видеопотоком без звука, чтобы улучшить качество концертных видео? Идея понятна. Всю сложную обработку выполнить заранее, а во время просмотра просто слушать уже подготовленный звук. Насколько это вообще жизнеспособно? Это понятная с точки зрения практического применения задача. Получить видео, оптимизированное к ЦАПу. С инженерной точки зрения вполне рабочее, но здесь есть несколько важных нюансов. Представь, что ты готовишь праздничный ужин. Можно заранее нарезать овощи, замариновать мясо, испечь коржи для торта. Во время прихода гостей останется только красиво все подать. С оффлайн-обработкой примерно так же. Мы заранее выполняем всю сложную математику, а во время просмотра устройство уже не тратит ресурсы на дополнительные вычисления. То есть первый этап вполне рабочий? Да. Извлечь аудиодорожку из видео сегодня очень просто. После этого ее можно обработать специализированной программой, например, AUI-конвертер, выполнив необходимые преобразования, апсэмплинг, заранее. Если требуется изменить частоту дискретизации, выполнить фильтрацию или подготовить запись под особенности конкретного ЦАПа, все это можно сделать без ограничений реального времени. Компьютеру не нужно успевать обрабатывать каждую секунду аудио ровно за 1 секунду. Он может считать столько, сколько потребуется. Это похоже на реставрацию картины. Реставратор работает медленно и аккуратно, потому что никто не требует закончить работу за 5 минут. Хорошо, но дальше начинается самое сложное. Как заставить картинку и звук идти абсолютно вместе? Вот здесь появляется первая проблема. Если запустить видео одним приложением, а звук другим, они используют разные внутренние часы. Представь 2 бегунов. Оба стартовали одновременно, шагают синхронно. Но один делает шаг длиной ровно метр, а второй — 1,1 миллиметр. Сначала разницы почти нет. Но через несколько километров они окажутся далеко друг от друга. Также постепенно может появиться рассинхрон между видео и звуком. Именно так. Иногда это происходит быстро, иногда почти незаметно. Но риск существует. Стоит еще учесть, не было ли временного смещения между исходным видео и извлеченным аудио. Получается, лучше не использовать 2 разных плеера? Определенно не стоит. Гораздо надежнее заменить звуковую дорожку внутри самого видеофайла. Видео останется прежним, а вместо исходного аудио будет использоваться уже подготовленная дорожка. Получится 2 файла, которые не синхронизированы. Их нужно собрать в один. Итак, мы подготовили идеальную аудиодорожку оффлайн, без спешки и с минимальными искажениями. Теперь у нас на руках 2 раздельных файла.
исходное видео и новый звук. Как нам правильно собрать их в один файл без потери качества самого видео? Для этого есть путь, который не потребует от тебя перекодирования, рендеринга видео, а значит, сохранит его качество на 100% и сэкономит кучу времени. Этот процесс называется мультиплексированием или просто муксом. Мы берем старую видеокоробку, вытряхиваем из нее плохой звук, вкладываем новый и закрываем обратно. Я покажу два лучших способа. Один для тех, кто любит графический интерфейс, и второй для фанатов работы через консоль. Способ 1. Программа MKV Tool Nix. Визуальный и самый простой. Это бесплатный софт с открытым кодом, который создан как раз для сборки аудио и видео в один контейнер MKV. Первое. Добавление файлов. Открываешь программу и просто перетаскиваешь в окно исходные файлы, оба твоих файла, и видео, и новую аудиодорожку. Второе. Настройка дорожек. В нижнем окне «Треки», «Главы» и «Теги» ты увидишь список всех потоков. Находишь там старую аудиодорожку, она будет помечена как «Аудио», и снимаешь с нее галочку. Убеждаешься, что напротив видео и твоего нового аудио галочки стоят. Третье. Старт. Внизу нажимаешь кнопку «Запустить смешивание». Через небольшое время, так как видео не пережимается, ты получаешь готовый файл. А второй способ? Способ второй. Утилита FFmpeg через командную строку. Если ты часто работаешь с медиафайлами, консольная утилита FFmpeg позволяет сделать склейку одной командой без запуска тяжелых программ. О, командная строка. Звучит сурово. Какая магия нужна, чтобы ничего не испортить? Магия очень простая. Всего одна строчка. Открываешь терминал или командную строку в папке с файлами и пишешь FFmpeg -i видео mp4 -i new audio wav -cv copy -ca copy -map 0v0 -map 1a0 output. Так, давай расшифруем заклинание, чтобы наши зрители понимали, что здесь происходит. С удовольствием. -i video.mp4 и -i newaudio.wav указываем утилите наши исходные файлы, видео и новый звук. -cv copy – самая важная команда. Она говорит «видеопоток не трогать, просто скопировать как есть, без перекодирования». Это гарантирует нулевую потерю качества картинки и высокую скорость сборки. -caacc кодирует твой подготовленный звук в стандартный формат ACC для совместимости, если у тебя на выходе формат MP4. Если ты хочешь оставить звук вообще без изменений в несжатом виде, например, в PCM FLAC, то лучше собирать в контейнер MKV и написать -ca copy. -map 0v0 и -map 1a0 дают команду взять видео из первого файла, а аудио из второго. Output. Имя готового файла. А если что-то не сработает? Скорее всего, сборка или номер версии кодека требуют других параметров. Слушай, а если картинка и звук начнут разбегаться? Вдруг новый звук спешит или опаздывает на полсекунды? Отличный вопрос. Если при записи или подготовке дорожки съехал тайминг, в том же FFmpeg можно добавить искусственную задержку для звука. Например, команда -its offset 0,500 перед -i newaudio.wav сдвинет звук ровно на 500 миллисекунд назад. Но если ты изначально делал дорожку строго по тайм-коду оригинального видео, они склеятся идеально стык в стык. И все? Можно смотреть? Есть еще один нюанс. Не каждый видеоплеер умеет передавать звук на ЦАП без дополнительной обработки. Некоторые операционные системы или программы могут автоматически изменить частоту дискретизации или пропустить звук через свой системный микшер. Поэтому желательно использовать плеер, который поддерживает эксклюзивный вывод звука, например, через Wasapi Exclusive или ASIO в Windows. Тогда аудиодорожка попадет в ЦАП без лишних промежуточных преобразований. Получается, идея рабочая? Да, но ее смысл не в том, что апсэмплинг сам по себе волшебным образом улучшает запись. Главное преимущество в другом.
Мы заранее выполняем всю сложную обработку, если она действительно нужна, и избавляем устройство воспроизведения от лишней вычислительной нагрузки во время просмотра. А здесь нагрузка на процессор значительно выше, чем в чистом аудиоплеере. Это похоже на путешествие. Можно собирать чемодан уже в аэропорту, нервничая перед посадкой, не положить вещи, которые ты бы имел время вспомнить и упаковать. А можно спокойно сделать это дома накануне, не торопясь упаковать все плотнее, чтобы было место для большего количества вещей. Именно в этом и заключается идея внешней предварительной обработки аудиотрека для видеофайла. Хорошо, тогда о цифре. Спрашивают, ваш конвертер, имеется в виду программа AUI-конвертер, можно ли рекомендовать студиям как ресэмплер Pro уровня? Безусловно. AUI Converter изначально проектировался для интеграции в профессиональный студийный процесс. Математическая точность обработки здесь достигнута с серьезным запасом и фактически стремится к теоретическому пределу. Все это подчинено главной цели – максимально возможному сохранению исходного характера звука. При этом мы соблюдаем баланс, даем профессионалу гибкие настройки, но не перегружаем его лишними опциями, позволяя сосредоточиться на самой музыке. По сути, это продукт, рожденный в диалоге с нашими клиентами из про-сегмента и энтузиастами аудио. В чем ваш софт лучше, чем один известный бесплатный проигрыватель с бесплатными плагинами? Самый лучший ответ на этот вопрос дает личный опыт. Это доступно всем. У нас есть версия Free, где нет ограничений по качеству звука по сравнению с коммерческими версиями. Если после сравнения человек не чувствует разницы в звуке или удобстве, то для его конкретных задач и потребностей бесплатный софт действительно является оптимальным выбором. Однако практика показывает интересную закономерность. Некоторые из тех, кто писал нам о достоинствах бесплатных аналогов, со временем все равно приходят к AUI-конвертер. Мы относимся к этому философски. Наш продукт для тех, кто чувствует и слышит эту разницу, и поэтому просто не нуждается в нашем ответе на этот вопрос. Мы принципиально никого не убеждаем, а создаем инструмент для тех, кто разделяет наш перфекционизм. Иногда, чтобы по-настоящему оценить точность и частоту AUI-конвертер, нужно просто попробовать вернуться к прежним инструментам после работы с нашей программой. Разница может стать очевидной. А подробнее об AUI-конвертер можно узнать по ссылке в описании. То есть опять вставляем нули, по сути? Да, и мы помним, что кратный оверсэмплинг рождает зеркала. Здесь их будет очень много, потому что коэффициент 160. И вот тут снова выходит на сцену кто? Наш знакомый фильтр низких частот – ФНЧ. Опять фильтр? Опять. Он абсолютно необходим вот на этой промежуточной стадии. Его задача – суперточно и эффективно вычистить все эти многочисленные зеркала, которые появились после умножения на 160. И сделать это до того, как мы сигнал проредим. То есть понизим частоту делением на 147. То есть, получается, и при некратном апсэмплинге, вот этим хитрым способом, мы все равно приходим к тому же. К необходимости очень качественного фильтра. Совершенно верно. Куда ни кинь, везде нужен фильтр. Это главный вывод. Без хорошего фильтра качественного ресэмплинга не бывает. А если мы захотим 44,1 кГц конвертировать в 192 кГц, нужно уже умножить не на 160, а на 640? Верно. Более 28 МГц. Идеальный фильтр – это такая теоретическая мечта. Мечта? Ну смотри, он должен абсолютно ровно и без искажений пропускать все нужные частоты до половины частоты дискретизации. Потом мгновенно, как ножом, отрезать все, что выше, и при этом не добавить из себя никаких искажений, ни фазовых, ни временных. Но в реальности такого не бывает. Любой настоящий фильтр – это компромисс, даже искусство. Наш AUI-конвертер сменил уже 5 поколений фильтров в поиске лучшего звука. А частотные искажения можно свести к минимуму.
Но все равно сам факт, что нужно балансировать столько параметров, да еще при таких огромных отношениях частот, как 160 к 1, делает задачу проектирования фильтра, очень нетривиальной. То есть, если вернуться к сравнению методов, подход с нулями, кратный или некратный через высокую частоту, теоретически чище по нелинейным искажениям, чем интерполяция. И сделать для него реально качественный фильтр, особенно для некратного случая, может быть сложнее и дороже. Можно и так сказать. Качество реализации фильтра выходит на первый план. А в AUI-конвертер используется интерполяция или кратное умножение и деление? AUI-конвертер использует только кратное умножение и деление, даже для тонких некратностей частот, вроде транспозиции из строя 440 в 432 Гц. Здесь никаких компромиссов. Но, повторюсь, снаружи AUI-конвертер ничего делать больше не нужно. Сразу конвертируйте в финальную частоту дискретизации. Речь о нашей системе фильтров передискретизации. Матрицы из 1700 с лишним фильтров. Если объяснить совсем просто, при переводе аудио из одной частоты дискретизации в другую, программа использует индивидуальный математический модуль — фильтр. Это как переводчик между разными аудиоформатами? Да, хорошее сравнение. И проблема в том, что один универсальный переводчик не всегда одинаково хорошо работает во всех ситуациях. Например, перевод художественного романа, технической инструкции и поэзии требует совершенно разного подхода. С аудио похожая история. Для разных сочетаний частот дискретизации могут требоваться сбалансировать параметры фильтра, чтобы минимизировать искажения. Подробнее смотрите в видео по ссылке в описании. А какой подход все-таки лучше по качеству? Кратный оверсэмплинг, нули плюс фильтр, или некратный, скажем, интерполяция или вот этот метод с гигантской частотой? Сравнивают их? Да, сравнивают. И вот что интересно отмечают. Кратный оверсэмплинг, который через нули и фильтр, теоретически может дать меньше нелинейных искажений, чем интерполяция. Почему? Потому что интерполяция, она как бы додумывает сигнал. Это и порождает нелинейность. А метод с умножением и делением частоты, он же сводит все к кратному оверсэмплингу, который сам по себе нелинейности не вносит в полезный сигнал. На практике итоговое качество любого апсэмплинга, кратного, некратного, неважно, зависит почти исключительно от качества фильтра. Подход, он позволяет легче избавиться от искажений. Идея в том, чтобы сначала увеличить частоту кратно, но на очень большой коэффициент – L, а потом понизить, или, говорят, децимировать, на другой большой коэффициент – M, так чтобы отношение L к M дало нам нужное некратное число. Так. Вот классический пример. 44,1 в 48 кГц. Можно сначала умножить частоту на 160. На 160? Да-да, на 160. А потом результат разделить на 147. Проверяем. 44,1 умножить на 160 и разделить на 147. Как раз получается 48. Погоди. Умножить на 160, 44,1 на 160. Это ж сколько будет? 7000? Нет, 7056 килогерц. Больше 7 мегагерц. Вот-вот. Именно. Больше 7 МГц. Ничего себе! Какая-то запредельная частота. Зачем так сложно-то? А вот это и есть суть метода. Зачем? А затем, что при этой огромной промежуточной частоте 7056 кГц мы фактически делаем тот самый кратный оверсэмплинг, который обсуждали. Умножаем частоту в 160 раз. Меня вот что смущает. Везде пишут, что DSD в PCM, то есть во флаг, это не совсем lossless конвертация. Технически. Там же фильтры, ресэмплинг. Насколько это все слышно? Вот это самый ключевой момент. Ты прав. Технически, да, это преобразование. И любой ресэмплинг, любое изменение частоты дискретизации, фильтрация – все это вносит искажения, например, алиасинг,
такие нежелательные гармоники, артефакты звука. Также появляются искажения звона, присущие фильтрации. Звучит не очень. Да, но все зависит от качества самого конвертера, от алгоритмов. Хороший софт может свести эти искажения к такому минимуму, что на слух их и не заметишь. Вот в AUI-конвертер, например, есть настройки фильтрации. Filter Mode называется. А что за режимы? Там есть, скажем, Optimized, типа для большинства случаев. Он вырезает ультразвук. Рекомендуется по умолчанию. А есть Optimized G5. Он гораздо медленнее работает, но у него другие характеристики фильтра, меньше так называемого звона или рингинга. Его рекомендуют для профессионального использования. Так что да, качество от софта к софту может плавать. Неоптимизированные фильтры используйте по вкусу, но для некоторых систем при прослушивании может быть шум. Какие еще проблемы могут возникнуть? Иногда при конвертации DSD во FLAC пользователи жалуются на искажения. Проще всего это решить автоматической нормализацией уровней громкости аудиофайлов или ручной регулировкой с точностью 0,1 дБ. Если такая, конечно, нужна. Автоматическая регулировка имеет еще большую точность 0,01 дБ. Но можно сделать это также в настройках, но грубее. Вкладка General Output Attenuator. Установите -3 или -6 дБ. Стандартно -6, но так вы потеряете больше в уровне над шумом аналоговой части аппаратуры. Понятно. То есть, если конвертер хороший, то потери минимальные. Окей. А вот еще суперинтересный момент. Это сжатие FLAC. Вот эти уровни от 0 до 9 в настройках. Говорят, они на качество звука вообще не влияют. Как так? Файл уже меньше становится. Именно так. И это, пожалуй, надо запомнить всем раз и навсегда. FLAC — это всегда lossless кодек. По определению. Это значит, что при распаковке ты получишь бинарно идентичные данные, такие же, как были до сжатия. Неважно, какой уровень сжатия ты выбрал – 0 или 9. То есть вообще никакой разницы в звуке? 0 разницы в звуке. Уровни сжатия – это просто компромисс между скоростью работы кодека и размером итогового файла. Уровень 9 даст файл чуть-чуть меньше, но сжимать будет дольше. Уровень 0 сожмет быстро, но файл будет чуть больше. Все на звук не влияет. Ух ты! А зачем тогда люди используют uncompressed FLAC? Я видел такой не раз. FLAC-то без сжатия вообще зачем? Ну, это такая, скажем, немного идеалистическая теория. У нее есть горячие приверженцы, да. Гипотеза в том, что когда плеер или компьютер декодирует сжатый FLAC, это создает чуть-чуть больше нагрузки на процессор устройства. Ага. И вот эта дополнительная нагрузка чисто теоретически может создать какие-то добавочные электромагнитные помехи, которые могли бы повлиять на аналоговую часть ЦАПа. Звучит как, очень тонкая материя. Вот именно. Но, во-первых, для современных процессоров эта нагрузка от декодирования FLAC просто смешная. А во-вторых, нет никаких серьезных исследований, которые бы подтвердили, что это реально слышно на практике. То есть это больше для самоуспокоения? Скорее всего, да. Опция Uncompressed FLAC существует для тех, кто хочет исключить даже такую вот, на мой взгляд, чисто теоретическую возможность. На практике же разницы в звуке между сжатым и несжатым FLAC быть не должно. Но сама конвертация – это же математика сложная, там ничего не теряется, искажений не добавляется. Это очень правильный вопрос. Абсолютно прозрачный, вот прям бит в бит, конвертация между PCM и DSD быть не может. Это разные принципы. Так что, да, минимальные потери или какие-то артефакты теоретически возможны. Но хорошие программы-конвертеры используют очень хитрые алгоритмы, чтобы это минимизировать. То есть качество зависит от софта? Очень сильно. И вот тут есть такой парадокс. Иногда грамотно сделанная конвертация, как ни странно, может субъективно улучшить звук.
если итоговый DSD-файл лучше ложится на архитектуру конкретного ЦАПа. Но есть иное, я так понимаю? Есть, конечно. Во-первых, как вот отмечают AudioPraise, многие ЦАПы, даже если написаны DSD-саппорт, внутри себя все равно сначала переводят DSD в PCM. И не факт, что делают это идеально. То есть вся прямая дорога DSD теряется. Может теряться, да? Во-вторых, Дэниел Вайс напоминает, любая цифровая обработка DSD, громкость покрутить, эквалайзером пройтись, почти всегда требует перевода в PCM. DSD в чистом виде очень сложно редактировать, да, не так все просто. Ну хорошо, допустим, человек понимает все это, знает свой ЦАП и хочет попробовать. Как конвертировать правильно? Вот, например, AUI-конвертер от автора нашего канала, Юрия Корзунова. Да, AUI-конвертер нацелен на точную конвертацию форматов. Сам процесс там, в общем-то, понятный. Ну, расскажи. Запускаешь программу, открываешь исходные PCM-файлы, WAV, FLAC, что там у тебя. Угу. Дальше на панели «Формат» выбираешь выходной формат DSD, то есть DSF или DFF, и частоту DSD64, DSD128, ну и так далее. А частоту какую лучше? Это отдельный вопрос, зависит от ЦАПа и предпочтений. Начать можно с DSD64 или DSD128. Потом указываешь папку, куда сохранять. И жмешь «Старт». Все. А настройки? Там же наверняка есть что-то важное. Вот про фильтры и ресэмплинга говорили, какой-то G5 упоминали. Что это? О, да, фильтры — это ключевой момент для качества звука при конвертации. В аудиоконвертер в настройках есть выбор режима фильтрации. Если очень грубо... Есть режим Optimized. Он аккуратно срезает самый-самый ультразвук, выше 20 кГц. Считается, что это может быть полезно, чтобы уменьшить искажения уже на выходе ЦАПа. Часто его рекомендуют просто для прослушивания. Понятно. А другие? Есть Non-Optimized. Он, наоборот, старается сохранить как можно больше информации выше 20 кГц. Такой, более традиционный подход. Иногда его выбирают, если делают файлы, для других людей, чтобы не было вопросов, а что вы там отрезали. Логично. А G5? А Optimized G5 — это вариант Optimized фильтра. Тоже режет ультразвук, но он спроектирован так, чтобы давать меньше так называемого звона. Это такие короткие артефакты после резких звуков. Но он обычно медленнее работает. И какой выбрать? А вот тут универсального ответа нет. Выбор фильтра влияет на то, как звучат верха, как передается атака, фаза. Лучший совет — попробовать разные режимы на своей системе, со своим ЦАПом, и просто послушать ушами, что нравится больше. То есть экспериментировать надо? Обязательно. В AUI Converter все просто. Разработчики рекомендуют настройки по умолчанию. Вам вообще ничего не нужно трогать. Программа сама использует оптимизированный фильтр ресамплинга для очищения звука от искажений при проигрывании. Если вы профи, фильтр Optimized G5 даст меньше искажений при конвертации, хоть и займет больше времени. А любите эксперименты? Тогда пробуйте неоптимизированные фильтры. Суть в том, что AUI Converter не перегружает вас настройками. Экспертность разработчиков позволила выбрать только самые оптимальные варианты с их точки зрения. Получается, в итоге конвертация PCM в DSD — это не какая-то магия, не универсальное улучшение, а скорее такой, инструмент тонкой настройки под свой конкретный ЦАП. Совершенно верно. Именно так. Это способ заставить ЦАП работать в том режиме, для которого он, возможно, лучше спроектирован. Если он вообще под DSD хорошо спроектирован. То есть выигрыш не гарантирован? Абсолютно не гарантирован. Все очень сильно зависит от железа и от качества самой конвертации, включая выбор фильтров. С технологией можно ознакомиться на сайте разработчика. Ссылка в описании. А вы сравнивали звучание на нативном DSD ваших файлов с одним аудиофильским плеером? Насколько я понимаю, ваш софт конвертирует PCM в DSD-поток офлайн. Этот плеер делает то же самое, но в реал-тайм. Хотел понять, делали ли вы сравнение на каком-нибудь нативном DSD-ЦАПе?
Мы принципиально не публикуем сравнения с прямыми или косвенными конкурентами по этическим и юридическим соображениям. Даже если я поделюсь своим персональным опытом, это будет лишь моим частным мнением, которое не может быть истиной для всех. Особенно в такой тонкой области, как Hi-Fi аудио. Есть бесплатная версия AUI Converter. Она специально доступна, чтобы люди могли свободно сравнивать ее с другими программами. Мы в Audiophile Inventory уверены в своем аудиоконвертере и считаем его превосходным инструментом. Есть ваша аппаратура и ваш личный опыт меломана. Проведите такое сравнение для себя. Только через эту призму вы сможете найти свою персональную истину. В мире звука она у каждого своя. Что вам до мнений окружающих, когда дело касается вашей личной любви к музыке? А программы все платные или есть бесплатные? Есть и те, и другие. А зачем же платить, если можно бесплатно? Все дело может быть в неисправленных ошибках бесплатных программ. Важно и то, насколько программа поддерживается в актуальном состоянии для работы с современными компьютерами. Обычно разработчики коммерческих продуктов более заинтересованы в том, чтобы решать эти проблемы. Ясно. А если говорить об обработке аудио? А если говорить об обработке аудио, то тут нюансов еще больше. В конце концов, можно просто сравнить звук бесплатных программ с демо-версиями платных. Насколько удобен интерфейс, какие они дают возможности. Для примера возьмем AUI Converter. Он дает графический интерфейс для декодера SACD Extract и обрабатывает файлы и аудиоданные, полученные из него. Зачем? Чтобы обойти некоторые проблемы, о которых мы поговорим дальше. А еще AUI-конвертер автоматизирует и упрощает весь процесс. Также при конвертации можно изменить разрешение извлеченных DSD-файлов под ваш ЦАП. И важный технический момент. AUI-конвертер сам по себе ISO не декодирует. Он использует внешний декодер, типа SACD Extract. И он только для SACD ISO, не для DVD-аудио или видео. И у меня вопрос. Что он делает с файлами, которые получаются после утилиты SACD Extract? Это же просто какой-то предварительный материал для последующей обработки, верно? Отличный вопрос. Да. SACD Extract или любая другая совместимая утилита — это только первый шаг. Она достает данные из SACD ISO образа. А вот дальше AUI-конвертер берет этот предварительный материал и делает с ним много полезного. Избавляется от щелчков и тресков. Ты же знаешь, иногда при конвертации SACD ISO в DSF могут появляться неприятные щелчки и трески. Ну да, об этом уже был ролик. Можно посмотреть по ссылке в описании. AUI-конвертер это исправляет. Еще он чинит проблемы с именами файлов. Бывает, что метаданные в ISO-образе содержат слишком длинные имена, не латинские символы или просто зарезервированные системой символы. Из-за этого файлы могут просто не создаваться на диске. AUI-конвертер приводит все это в порядок. Чтобы распакованные файлы смогли все-таки появиться на диске. Именно так. Об автоматическом устранении щелчков мы уже сказали. Потом AUI-конвертер наводит порядок с именами и метаданными. Он формирует имена файлов по заданному шаблону и экспортирует текстовые метаданные из ISO в целевой DSF-файл, используя выбранную тобой кодировку. Это очень удобно для организации твоей музыкальной коллекции. Что еще? Гибкость выбора дорожек. Ты можешь выбрать, какие дорожки тебе нужны – стерео или многоканальные, если они есть в ISO-файле. А если тебе нужен только один или несколько определенных треков из альбома, можешь извлечь только их, а не весь альбом. И если этот функционал кажется вам полезным, не забудьте поставить лайк. Великолепно! То есть SACD Extract вытаскивает предварительные данные из ISO-файла, а AUI-конвертер решает возникающие при этом проблемы, делая извлечения более удобными, и меняет разрешение под твой цифроаналоговый преобразователь. Если ты слышишь разницу между DSD64 и DSD128 и так далее. Причем все это делается с упором на максимальное сохранение качества звука оригинальной записи.
Причем есть выбор режима ресемблинга, который мы можем выбрать, исходя из нашего вкуса. Таким образом, мы решаем проблемы с совместимостью, и AUI-конвертер помогает навести порядок в фонотеке путем редактирования метаданных. Именно так. А если интересно, то всю информацию можно найти по ссылке в описании. Но вернемся к качеству. Разработчики AUI Converter заявляют, что стремление к максимальному качеству – их главный критерий при создании программы. Что ты об этом скажешь? Да, качество — это их главный ориентир. Во-первых, вот эта возможность извлечения DSD64 в режиме BitPerfect, то есть без малейших изменений. А во-вторых, когда идет ресэмплинг, повышение частоты, используются их собственные высокоточные алгоритмы фильтры ресэмплинга. Это их технология Alpha-S. Фильтры. Какие? Там есть выбор. Optimized. Он мягко срезает самый-самый ультразвук, выше 20 кГц. Говорят, это чтобы уменьшить интермодуляционные искажения в слышимой зоне. Есть Non-Optimized с полосой до 27 кГц, если вам нужен ультразвук. А есть Non-Optimized Wide, у него полоса шире, до 100 кГц, он сохраняет больше ультразвука. Но на некотором железе Non-Optimized может вызвать проблемы. Шум или лишние призвуки. То есть выбор – либо чище в слышимом диапазоне, либо шире полоса, но с небольшим риском. Примерно так. Еще они сравнивают уровень шума своего конвертера с другими и показывают, что у AUI-конвертер он ниже, а меньше шума значит лучше качество. А не слишком ли много настроек? Это же профессиональный инструмент. Хотя количество настроек совсем не перегружено, оставлены только те, которые могут иметь реальный смысл даже для профессионального пользователя, по мнению разработчиков. А если я не хочу заморачиваться с этими фильтрами, чтобы получить классное качество звука? Тогда лучше ничего не трогай, используй настройки по умолчанию. Разработчики уже все настроили как наилучшим образом, как они понимают из своего опыта. Ясно. А какие-то проблемы бывают при конвертации? Что-то может пойти не так? Да, бывает, что после конвертации слышны искажения. Это может быть цифровая перегрузка, клиппинг. Рекомендуют в настройках Settings, General использовать аттенюатор, Output аттенюатор, поставить там -3 дБ или -6 дБ, чтобы понизить уровень. Ага, чтобы не зашкаливало. Да, еще там есть автонормализация громкости, но она не работает в режиме BitPerfect, что логично, там же сигнал не меняется. А какие системные требования к компьютеру для AUI-конвертер? Разумеется, чем мощнее компьютер, тем быстрее пройдет конвертация. Это понятно. Да, так, но немного углубимся. Если вы конвертируете несколько файлов без режима True Gapless, то на каждый файл, обрабатываемый параллельно, расходуется одно ядро процессора. Таким образом, большее количество ядер значительно ускоряет работу. Также приветствуется использование SSD. Внешние USB и сетевые диски иногда могут приводить к сбоям из-за специфики работы их программного обеспечения в обработке имен файлов. В таких случаях надежнее использовать встроенный диск компьютера или ноутбука. На системном диске, где расположена папка для временных файлов, должно быть свободно от нескольких десятков до сотен гигабайт, в зависимости от общего объема сессии. AUI-конвертер сам предупредит, если места может не хватить. В настройках программы вы можете самостоятельно выбрать папку для временных данных, желательно также на внутреннем диске компьютера или ноутбука для более стабильной работы. Оперативной памяти RAM объемом 8-16 гигабайт должно хватить даже для работы фильтров G5. Пользователям Windows рекомендуется 64-битная версия системы, а пользователям Mac — современная архитектура Apple Silicon, M1, M2 и так далее. Для CD-риппинга понадобится внешний привод с интерфейсом USB. Это также может быть современный USB-C.
А еще нас иногда спрашивают, чем конвертер аудиофайлов AUI Converter лучше других программ. Поскольку мы заинтересованная сторона, мы принципиально не публикуем сравнения с программами, которые принято считать нашими конкурентами. Да и верить разработчику на слово не самый объективный подход. А почему тогда люди выбирают AUI конвертер? Что для них самое важное? Если выделить главное, наши клиенты сообщают, что им нравится именно характер звучания, то, как по-новому раскрывается музыка, естественность и комфорт при прослушивании, и то, как бережно сохраняются оригинальные детали после обработки файлов в нашей программе. Но ведь это можно проверить самому. Можно. В вопросах звука личные впечатления важнее всего. Чтобы каждый мог ответить себе на этот вопрос сам, мы предоставляем версию Free. В ней заложено абсолютно то же качество обработки звука, что и в коммерческой версии. Ссылка на нее есть в описании к этому видео. Можно скачать, попробовать самому и сравнить результаты с другими программами.